Всем привет! Сегодня у нас расклад «Как прошлые отношения отпустить на энергетическом уровне». Я объясню. Вы там расстались с самым любимым человеком, который был там родственной душой, близнецовым пламенцом и так далее и тому подобное. И через года после расставания вот это все с собой несете. Так вот, давайте посмотрим, как эту энергетическую связь, как сказать, отпустить, разрезать. Давайте в долгий ящик откладывать не будем. Проживающие арканы могут не смотреть. Они это все делают в магии, в шуте и в императрице. Итак, давайте начнем. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтоб я чего-то не забыл, память а то дырявая. Какая связь энергетическая с прошлыми отношениями все еще тебя держит в плен? Ну, знаешь, тут засада. Ты прям вот, знаешь, ты застряла в ожидании результатов от того, во что ты вложила кучу сил и времени. То есть твоя энергия, она привязана к этим отношениям. Через твои инвестиции причем. Не денежные, нет, а вот эмоциональные, душевные. Ты столько в него вкладывала, что вот, как сказать, дофига терпела, много прощала, что даже вот мозг не может смириться с тем, что все это зря пропало. Плюс к этому у тебя сидит программа вечного ожидания чуда. Ты выросла на сказках. Ну да, а как по-другому? На сериалах вот этих «Рабыни Изаура», Луиса Альберта и прочее, прочее. И ты подсознательно ждешь, что он вдруг изменится, вдруг он поймет, что потерял такую красотку, такую лапочку, и прибежит к тебе обновленный. И вот эта надежда, она жрет твою энергию вот чайной ложечкой каждый день. И ты живешь в режиме «а вдруг случится счастье?» Придет, скажет: вот у меня вот тут пятно. А этот, как его, не пятно, а как называется вот это вот штука-то, забыл. Это родимое пятно. И ты такая: а у меня тут тоже. Мы с тобой созданы друг для друга. Ты моя половинка, я твоя половинка. Мы две половинки одной жопки. И ты постоянно проверяешь его соцсети, анализируешь каждое движение по его там записям, фотографиям и так далее. И самое паршивое, ты боишься, что если ты отпустишь, то вся твоя любовь, вся твоя забота, все твои усилия окажутся бессмысленными. И мозг тебе говорит: если я сейчас уйду, значит, все это время я жила неправильно. И вот эта боязнь признать ошибку, это и тормозит процесс отпускания. Ну а как, да, как это так можно от меня уйти? И вот эти вот сериалы, которые вбиты тебе в голову про вот эти родимые пятна, индийские вот эти все Луисы Альберты. Я ж слюной подавился. Энергетически ты связана с ним через чувство незавершенности. У вас остались недосказанные слова, невыясненные отношения, неразрешенные конфликты, и твоя душа цепляется за вот эту недоделанность, не может закрыть вот этот гештальт. И каждый день ты мысленно доигрываешь с ним вот эти сцены, которые так и не произошли в реальности. Это все прорабатывается в проживании арканов, в шуте, в магии императрицы. Как эту связь разорвать и очистить свою ауру от вот этой чужой энергии? Ну, знаешь, тебе конкретно очень работа нужна. Первое – это вот перестань считать потерянным то, что в него вложила.
Вместо этого ты посчитай, что ты получила. А получила ты опыт, уроки, там понимание того, чего ты не хочешь в отношениях. И это ни в коем случае не пустая трата времени. Это инвестиция в твою же мудрость. Каждый вложенный там доллар, рубль, время, секунда и так далее, каждая потраченная слеза, они имели смысл. Они привели тебя к пониманию. И вот самое главное, возьми контроль над своими мыслями. Каждый раз, когда у тебя голова начинает прокручивать вот эти сценарии воссоединения, жестко останавливай себя. Вот прям говори себе: стоп, это уже не моя история, это не мой человек, он мне никто, он там все ушел. И переключайся на что-то конкретное. Там работа, спорт, уборка, пыль протери там за батареей. Мозгу нужна альтернатива. Пустое место он не потерпит. Понимаешь? И очень важно, верни себе все деньги, которые на него потратила или на отношения. Не буквально от него требуй, а вот потрать на себя ровно столько же. Купила ему подарок за 1000 там, рублей, за 100 долларов и так далее. Купи себе что-то на эти деньги, на такую же сумму. Вместе отдыхать ездили, съезди одна в то же место или еще лучше в место. Это перепрограммирует твою энергию с вот этого отдавания на получение. И стань наставником вот для тех, кто проходит через чего-то похожее, там подруга и так далее. Когда ты помогаешь другим женщинам разбираться с их отношениями, твоя собственная ситуация, она автоматически встает, как говорится, на другое место. Ты перестаешь быть жертвой и становишься экспертом. А эксперты не цепляются за прошлое, они дальше идут. Понимаешь? Что вернется к тебе после вот этого очищения? А тут даже говорить не надо. Король Пентаклей и смерть. Полное перерождение. То есть после того, как ты отпустишь вот эту связь, тебе вернется такая сила, что ты сама охренеешь. Хозяйка своей жизни в полном смысле слова станешь. Деньги к тебе легко будут идти по королю Пентаклей, потому что ты перестанешь раздавать энергию налево и направо. Вся твоя мощь, она сосредоточится на твоих целях. У тебя появится взрослая, зрелая мудрость в отношениях. Никаких вот этих игр женских из сериалов. Ты моя бротик. Новое слово у нас с тобой придумалось. Ты мой там по родимому пятну, этот любимый, близнецовый пламенец. У нас с тобой родинки одинаковые, на одинаковых попах. Никаких больше иллюзий не будет. И попыток кого-то там чего-то переделать. Ты будешь видеть людей насквозь, прям с первой встречи. И сразу понимать, стоят они твоего времени или нет. Понимаешь, никто не сможет тебе вот эту лапшу на уши вешать или использовать твою доброту там в собственных целях. И самое классное, у тебя закроется вот эта старая версия тебя. Причем навсегда. Вот эта наивная девочка, которая верила там в сказки, сериалы, великолепный век и ждала принца, она исчезнет. А родится женщина-воин, которая сама создает свою реальность. Ты перестанешь быть ведомой и станешь ведущей в любых отношениях. Интуиция как рентген будет работать. Будешь чувствовать намерения там не только мужиков, да, но и всех людей, видеть скрытые мотивы, понимать, кто вот всерьез в твою жизнь пришел, а кто просто, как говорится, в игрушки поиграть в песочнице. Это защитит тебя от повторения вот этих старых ошибок и привлечет только качественных мужиков. И знаешь, что самое классное? Тебе начнут притягиваться мужики совершенно другого уровня. Состоятельный.
зрелый, готовый там к серьезным отношениям. Сейчас иллюзиями ты притягиваешь только вот этих иллюзорных мудаков. Понимаешь? Обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять, а мы перейдем ко второму варианту. Двоечка, здравствуй. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-то вопрос не забыл, а то память уже не та. И какая связь энергетическая с прошлыми отношениями все еще тебя держит в плену? А у тебя, знаешь, самая гадкая ситуация из всех возможных. Ты вот прям энергетически привязана к нему через боль, которую он тебе причинил. Но эта боль, она смешана, вот знаешь, с воспоминаниями о том, как вам было хорошо вместе. И получается вот адская смесь. Любовь через страдания. А твоя душа, она помнит моменты вот эти близости, счастья и думает, чтобы, как сказать, что нужно делать, чтобы их вернуть. Понимаешь? И у тебя во голове нужно пройти через эту боль снова. Твоя энергия, она застряла в моменте предательства и разрыва. Ты постоянно возвращаешься к тому дню, когда все рухнуло, и пытаешься переписать историю у себя в голове. И каждый раз в голове прокручиваешь: а вот если бы я тогда сделала что-то по-другому, а если бы я поступила иначе. И вот эти мысли, они создают энергетическую петлю, из которой ты вырваться не можешь. И вот хуже всего то, что ты подсознательно боишься счастья вот без него. Мозг связал понятия любовь и боль в одну программу. И теперь, когда вот возможность появляется быть счастливой с кем-то другим, у тебя внутри включается вот этот сигнал тревоги. А вдруг это не настоящее? А вдруг опять предадут? А вдруг это не та самая глубокая связь с моим близнецовым пламенцом? И энергетически ты держишься за него через чувство вины. Ты думаешь, что если бы ты была лучше, если бы ты была умнее, красивее, то он бы не ушел. И вот эта вина, она создает канал, через который твоя энергия постоянно утекает к нему. Ты бессознательно пытаешься доделать отношения, исправить ошибки, хотя его рядом уже нету. Как разорвать эту всю херню? Ну, знаешь, действовать кардинально нужно. Первым делом полюби себя через ту боль, которую он тебе причинил. Дико, но это работает. Вот я тебе объясню. Каждый раз, вот когда накрывает волна тебя грусти, злости на него, самой себе говори там: спасибо, что я могу так глубоко чувствовать. Спасибо моему сердцу за то, что оно живое и открытое. Начни какую-нибудь традицию новую, там, каждое утро под душем смывай с себя его энергию. Ну, не абстрактно, а вот конкретно. Вот мысленно снимай с себя его вот эту футболку, да, которую носила дома, и смывай запах его вот этого одеколона, его прикосновений, его отпечатков пальцев на твоей коже. И одевай на себя свою собственную энергию, яркую, чистую, твою, белую, искрящуюся, красивую. Понимаешь? Очень важно: создай новый источник радости, который будет только твой, не связанный с мужиками, отношениями, романтиками. Нет, найди то, что заставляет тебя светиться изнутри без всяких условий. Это могут быть там рисование, готовка, танцы, вязание, неважно что. Главное, чтобы это было только про тебя. Сделай генеральную уборку во всех там переписках, фотографиях, вещах, но не со злостью, а с благодарностью. Удаляя его фото, говори: спасибо за опыт, освобождаю место для нового.
Выбрасывая подарки его, там говори «благодарю за урок, иду дальше». Вот эта благодарность, она разрывает энергетические нити мягко, но зато навсегда. И начни планировать такую жизнь, в которой для него просто не будет места. Не потому, что ты его ненавидишь, а потому, что ты будешь слишком занята своим счастьем, понимаешь? Что будет, когда все сделаешь? Ну, после вот этого очищения ты станешь энергетической воровкой. Но в хорошем смысле. Ты научишься забирать лучшее из каждой ситуации, из каждого человека, не привязываясь к ним эмоционально. То есть у тебя будет, знаешь, суперспособность такая брать от людей только то, что тебе полезно, а все остальное говнишко оставлять им. Твоя интуиция, она, знаешь, как детектор лжи будет работать. Будешь видеть вот эти мотивы, скрытые у мужиков, прям с первого взгляда. Понимать намерения настоящие, прям по интонации голоса. Никто больше не сможет тебя обмануть вот этими красивыми словами и обещаниями. Станешь читать людей как открытую книгу. И вот самое классное, к тебе вернется детская способность радоваться там вещам простым. Там солнышку, да, когда, как я часто говорю, там комплименту от незнакомца. Или на отсутствие комплимента от незнакомства. То есть ты перестанешь ждать счастья от отношений и начнешь создавать это счастье сама. Причем каждый день. И вот эта радость внутренняя, она будет притягивать к тебе людей как магнит. Понимаешь? У тебя появится новый тип привлекательности, который, вот знаешь, вот, который вот, когда ты не нуждаешься ни в чем. Я имею в виду, тебе не надо кого-то для счастья. У тебя есть ты для счастья. И мужчины будут чувствовать, что ты самодостаточно счастливая, да? И это будет их, наоборот, интриговать. Ты перестанешь бегать за любовью. Она сама начнет к тебе приходить. И что самое офигенное, ты научишься любить не от недостатка, а от избытка. Когда внутри, как говорится, будет полная чаша счастья, ты сможешь делиться этим счастьем со своим мужиком, не требуя ничего взамен. Вот тогда и придет любовь настоящая. Без драм, без страданий, без вот этого всего какашек. Понимаешь? Обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять. И обязательно напиши комментарий. Ну а мы перейдем к третьему варианту. Троечкам даже трактовать не может. Напомню, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-то вопрос не забыл, куда-то не туда не ушел, а то я, бывает, увлекаюсь, когда без этой бумажки, и начинаю от себя мораль читать. Но этого нельзя делать. Поэтому без морали, сразу скажу, виновата ты. Ну, понятно, да, император двойка мечей? Полная каша в голове. Да, кстати, первый вопрос, какая связь с прошлыми отношениями тебя держит в плену. Но ты к нему привязана через потребность в сильном мужском плече, но при этом ты боишься принимать решения в отношениях. То есть у тебя замкнутый круг. Хочешь, чтобы мужик был главным, но когда он реально начинает рулить, ты паникуешь и включаешь тормоза. Вот так вот, у тебя вот этот замкнутый круг. Твоя энергия, она застряла в моменте, когда ты вот передала ему контроль над собой, да? А потом поняла, что это было ошибкой. И теперь ты мечешься между двумя крайностями. То хочешь снова найти такого же сильного, то боишься опять попасть под чужое влияние. И вот эти качели между зависимостью и независимостью, они жрут твою энергию каждый день. И самое, знаешь, плохое, ты
подсознательно ищешь в новых отношениях копию тех же отношениях власти, что были с ним. То есть мозг думает, как? Если найду такого же авторитетного мужика, то смогу там переиграть старый сценарий и на этот раз выиграть. Но каждый раз, когда появляется вот этот потенциальный кандидат на роль главного, ты сама же его отталкиваешь. Энергетически ты зависла между желанием быть слабой женщиной, за которую все решают, да, и страхом потерять себя в этой слабости. То есть тебе нужен сильный, сильный, неуверенный, чтоб меня в руки взял, но чтобы мне не перечь. Он примерно вот так. То есть диссонанс. И ты боишься довериться новому человеку, потому что ты помнишь, как больно было, когда тебя предали именно в тот момент, когда ты была максимально уязвимой. И вот эта борьба между доверием и недоверием, она тебе покоя не дает. Как разорвать эти какашки? Ну, знаешь, тут нужно с самого простого начать. Стать ребенком в хорошем смысле слова. То есть перестань постоянно свои отношения анализировать и пытаться все контролировать головой. Начни жить интуицией, начни жить там чувствами, вот этими сиюминутными желаниями. Хочешь мороженое среди там мороза, да? Иди покупай. Хочешь в кино, бери билет, иди одна. Знаешь, очень важно, начни делать те вещи, которые он запрещал, или которые тебе с ним были недоступны. Не из принципа там типа я назло ему сделал, нет, а просто потому, что это твое право. Покрась волосы в яркий цвет, музыку слушай, которую он там не понимал, не хотел слушать. С подругами встречайся, которые ему не нравились. Каждое такое действие будет разрывать вот эту нитку энергетическую. И самое главное, прекрати изучать вот эту психологию отношений. Умные статьи читаешь о том, как правильно себя с мужиками вести. Вся вот эта теория, она только запутывает твою природную интуицию. Доверься своему внутреннему чутью. Оно подскажет, кто тебе подходит, а кто тебе не подходит. И устрой себе целый месяц полного хаоса в личной жизни. Не планируй свиданий, не строй там стратегии знакомств, не пытайся произвести какое-то там правильное впечатление. Просто реагируй на то, что происходит вот здесь и сейчас. И вот этот хаос, он перетряхнет всю твою энергетику и поможет вырваться из вот этих старых паттернов, понимаешь? Что к тебе вернется после очищения от этого плохого вещества? Ты станешь настоящим экспертом в отношениях. А что тут я? Как я тебе по-другому иерофанты прочитаю? Но ты экспертом не теоретическим станешь, а практическим. Понимаешь? Потому что у тебя вот появится мудрость, которая будет подсказывать, как строить здоровые отношения без вот этих крайностей твоих. Ты научишься быть сильной, мягкой, не впадая ни в одну из этих крайностей, а вот одновременно, понимаешь? И к тебе влюбляться легко и без страха придет способность. Ты перестанешь взвешивать каждого мужика на весах, подходит, не подходит. И начнешь просто наслаждаться процессом знакомства. У тебя легкость вообще не появится, которая как раз и будет притягивать людей как магнит на рыбу. Понимаешь? И самое классное, ты научишься делать правильный выбор между, как сказать, мужиками не головой, а сердцем. Твоя интуиция, она будет работать как навигатор. Сразу показывать, с кем стоит развивать отношения, да, а кого лучше, как говорится, нахрен отпустить. Никаких мучений, никаких сомнений. Только вот четкое внутреннее знание. И появится особый дар. Помогать там разбираться в отношениях своим подругам. Потому что твой опыт освобождения – это будет ценным ресурсом для твоих подруг, которые застряли в таких же ситуациях.
Понимаешь? И готовься к тому, что скоро в твоей жизни появится мужчина, который будет сочетать в себе вот эту силу и нежность. Он будет достаточно сильным, чтобы ты могла на него опереться, но при этом достаточно мудрым, чтобы не подавлять твою личность. И вот тогда ты поймешь, что все предыдущие отношения, они были просто уроками, которые привели тебя к вот этой встрече с этим нужным мужиком, понимаешь? А по-другому никак. Хочешь быстрее, приходи в проживание арканов, прорабатывай это, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Но самое главное, помни, что дед всегда рядом.